Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый Таро-расклад для мужчин. Крутые перемены в вашей жизни. Давайте-ка посмотрим, какие же перемены будут в вашей жизни. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, что же у вас сейчас в жизни происходит? Сначала посмотрим. Ой, какой вы добряк. Вы знаете, вы и добряк, и в то же время вы очень такой активный, такой непоседа какой-то, да, вот вы не домосед, вы больше любите где-то ходить, бродить, да, там друзья-приятели, с кем-то там на рыбалку, на охоту, ну, очень активный вы такой товарищ, вот работа спорится в ваших руках. Вот если вы что-то о себе задумали, придумали, да, вы четко идете к своей цели. Вы очень такой целеустремленный товарищ. Вы очень справедливый. Вы всегда вот как-то вот автоматически вот в своем окружении вы просто, ну, просекаете, да, где несправедливость и стараетесь, может быть, защитить слабого, кому-то помочь, отстоять правду где-то. Может быть, даже вы по жизни страдаете от своего вот правдолюбия такого. Потому что не всегда людям нравится, когда им говорят в лицо правду матку, да, особенно это начальству не нравится, когда где-то их одергивают, где-то им говорят то, что им не нравится. Вы такой товарищ, очень любите стабильность. Вот стабильность во всем. В работе, в отношениях, да, вам не нужно сегодня Даша, завтра Маша, послезавтра Наташа, да. Вот вы любите стабильность. Так, у вас, в общем-то, довольно неплохие доходы. Я бы сказала, даже очень неплохие доходы. Деньги вы зарабатываете. А вот в личной жизни у вас, конечно, трэшевая ситуация. В личной жизни, да, вот хочется сказать, душа болит, а сердце плачет. Вот все хорошо. Красавец, умница, да, деньги есть, все есть. А вот любви и счастья в личной жизни как бы нету. И вот я смотрю, ну просто из расклада в расклад, ну Луна просто нас не покидает, да. Вот эти вот страхи какие-то, сомнения ваши, вот именно по личной жизни, вот, но не дают они вам покоя. Уже такое ощущение, что я не знаю, у всех мужчин это, наверное, отпечаток такой. Вот после разрыва с женщиной, да, уже, ну просто вот обжегшись на молоке, дуешь и на воду, да. Вот грусть, печаль, тоска, вот именно в личной жизни, вот на данный момент. У вас могут быть, да, какие-то легкие связи с женщинами. Кто-то из вас периодически в рюмку любит заглядывать, да, у некоторых из вас проигрывается. Либо же у вас был, может быть, период такой, когда хотелось просто забыться и не думать ни о чем, ну просто отвлечься. Итак, давайте-ка посмотрим, какие же крутые перемены у вас будут и будут ли они. Так. Так. Да, вот после того, как у вас на данный момент вот личная жизнь как таковая, в общем-то, она у вас в подвешенном состоянии, ее как таковой нет, вот. Но знаете, в вашем окружении вот появятся женщины, то ли вы будете общаться вот в таких кругах, да, где будет больше женщин. Вот как-то у вас в жизни начнутся вот такие, значит, знаете, вот ситуации, когда вы будете знакомиться с женщинами. Причем это может быть где-то вы специально знакомитесь, где-то вот какие-то будут, вот знаете, ну, мимолетные, незначительные такие вот, ну, как бы невзначай будут знакомства с женщинами завязываться, что вы вроде бы и не собирались, да, а оно как-то само по себе, вот как будто, ну, знаете, вот как по маслу пошел разговор и знакомство завязалось. То есть у вас начнется такой период, когда, знаете, даже будет выбор из женщин. Это может быть не одна женщина,
Да, может даже несколько проигрываться, но опять же, вот прошлое, оно не дает вам покоя, да, вот оно просто не дает покоя. Вы очень боитесь, что снова вам вставят нож в спину, вас предадут. Вас обманут. Посмотрите, у вас будет очень хороший выбор из женщин. Вы будете бояться, опять же, вот эти страхи, да, из прошлого. Вот как-то вы будете опасаться, что снова вас разведут на деньги, что это снова женщины могут корыстные быть. Но опять же, ну не надо всех женщин под одну гребенку, потому что, ну, все женщины разные, да. И вы, ну, знаете, вот в каком-то смысле вы даже немного агрессивно настроены вот на весь женский род, наверное. Плюс еще у кого-то из вас может проигрываться ситуация, что, знаете, вот масло в огонь могут подливать ваши, может, друзья там какие-то, может быть, братья там, я не знаю. Ну, то есть кто-то из вашего окружения еще могут своими разговорами вот как-то вас накручивать против женщин, да. Может быть, есть такие товарищи, которые говорят, да зачем они тебе нужны, да посмотри, да тебе же классно, да, можно и без этих женщин жить. Ну, что-то такое в этом роде. Хотя вам без женщины на самом деле плохо. Поэтому, дорогие мужчины, в вашей жизни нарисуются женщины, они появятся. Появится причем выбор, а уже кого вы выберете, это уже будет ваше решение. Любовь должна у вас быть однозначно. Причем вот женщина, которую вы сами вот полюбите искренне, да, вот именно вы будете любить ее. Это не просто какая проходящая. Вот именно у вас будет, знаете, вот гармония. Женщина для серьезных отношений. Вот вы будете всю душу вкладывать в этого человека. Это не будет просто какой-то вот клин клином вышибают. Нет, вот она, знаете, вот западет в душу вам, причем неожиданно, резко. Ну, женщин, вы посмотрите в раскладе, вот одни женщины. То есть выбор у вас будет. Вот. Так, что еще у вас будет? Так. Да, у вас стопроцентные кардинальные перемены в жизни. Стопроцентные. Так. Те из вас, значит, смотрите, кто, может быть, недавно поссорился, либо же разошелся, кто хочет помириться, но я бы не советовала. Это именно тех, о тех я говорю, у кого, ну, раны еще более свежие, да. Но я не советовала бы мириться с этой женщиной, потому что женщина очень большой манипулятор. Она, в общем-то, и не поменяется, и дальше она будет вить веревки и обманывать вас и дальше. Поэтому будьте осторожны. Хотя она может подлезть и может мириться с вами, но там толку не будет, это 100%. Так, что еще? Так. Ну, одни женщины. Ну, слушайте, у вас гарем, наверное, будет. Вот будет, посмотрите, у нас кубковый туз выпал. Ну, вот как бы вы ни сопротивлялись, вот все равно у вас появится новая женщина, новая любовь, да, причем вот будет все равно вот эта вот любовь у вас неожиданно. Вот вы, может быть, будете, да, вот среди вот этого вот гарема вокруг, да, может, будете присматриваться, да, вот кто лучше как-то. Может, вы в одной компании будете, да, либо же это по работе, у всех будет по-разному. Ну, как-то вот, ну, резко начнутся отношения. То есть выбор будет у вас среди женщин, да, но вот именно резко как-то, может быть, вы поймете, вот, ну, просто в один день, да, вот хочу именно с этой быть, да. Ну, как-то вот, ну, настолько неожиданно это все будет. Да, вы будете очень сильно переживать, чтобы не ошибиться. Вы будете взвешивать, да. Вот знаете, такое ощущение, что вам подскажет интуиция вот и среди вот этих вот всех женщин, кого выбрать вам. Вы очень опасаетесь вот по башне, да, что не получится, может быть, что вас отошьют. Нет, у вас все получится, все будет хорошо. Просто именно интуиция вам подскажет, кого из вот этих вот всех женщин, которые у нас выпали в раскладе, да,
кого из них выбрать. Вот слушайте всегда свою интуицию, свое сердце, да, не нужно включать логику, не нужно чересчур все анализировать, потому что вот когда мы начинаем анализировать, это сбивает нас очень часто с правильного пути. А вот именно интуиция, наше сердце и душа, они никогда не ошибаются. Учитесь их слушать и слышать. Вот. Так что, дорогие мужчины, в личной жизни у вас действительно будут крутые, суперские перемены. Посмотрите, у нас одни тузы падают. И в итоге, вот я вам скажу, вы останетесь с женщиной, вот из которых выпало, да, вот сейчас я приблизительно опишу ее. Женщина красивая, ухоженная, активная, может быть ревнивая, женщина, которая может даже в чем-то любит, знаете, вот риск какой-то по жизни, да, вот я не знаю, хорошо это или плохо. Женщина, которая, ну такая, она не лентяйка совершенно, она знает, чего хочет, она всегда идет к цели своей. Она, знаете, вот ну, не лежебока, это точно. Она 10 дел сразу может сделать. Ну, такая огонь женщина. Кстати, может, да, проигрываться огненного знака зодиака, может быть, но это не 100%, да, потому что абсолютно у всех не может быть женщина огненного знака. Ну, вот приблизительно шатенка, ну, или же брюнетка, кореглазая, может быть, стройная, среднего телосложения. Ну, такая женщина, очень любящая за собой ухаживать, женщина красивая. Вот по-настоящему красивая такая женщина. Темпераментная, страстная. Таких женщин любят мужчины. Они просто, ну, сексуальность от них вот исходит. Вот энергетика сексуальности. Вот ходячий секс, знаете. Вот. Поэтому у вас будут крутезные перемены в вашей личной жизни. Поэтому даже не думайте расстраиваться, все у вас будет хорошо. А вы знаете ведь, что я волшебница, как я говорю, так и случится. Да будет так. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!